Привет! Наконец-то и до меня доехали беспроводные наушники QCY T5 Pro. В принципе, можно назвать их третьей вариацией успешных пятерок от данной компании, про которую многие зрители хотели услышать мое мнение. Ну что же, без долгих вступлений, сегодня я готов тебе все про них рассказать. Итак, поставляются наушники, как свойственно всем пятеркам на данный момент, в картонной прямоугольной коробке, облаченной в цветную обложку. На лицевой стороне изображено само устройство и, как водится, схематично обозначена основная фишка модели. В нашем случае это беспроводная зарядка. Внутри нас встречает кейс с уложенными в него наушниками, а за картонной перегородкой расположили всю периферию, зарядный кабель micro-USB, комплект сменных амбушюр и краткое руководство пользователя. Кейс и наушники внешне ничем не отличаются от предыдущих моделей. Петля крышки пластиковая, без доводчика. На задней стороне корпуса установлено гнездо для зарядки, а спереди имеется два светодиода состояния, которые загораются лишь в процессе пополнения энергии. Никаких кнопок активации как внутри, так и снаружи корпуса нет. Как я уже успел упомянуть в самом начале, способа зарядки в этой модели два – по проводу и без. В нижнем торце корпуса установили беспроводную катушку. Но как ты понимаешь, если по кабелю этот процесс занимает примерно 2 часа, то wireless интерфейс отнимет раза в 1,5 больше времени. Габаритные размеры зарядного кредла по длине, ширине и высоте составляют 71 на 35 и на 28 мм соответственно. Внутри установили хороший емкий аккумулятор на 600 мАч, а в каждом наушнике трудится по 40. И вот что касается автономности, то в моем тесте на 100% громкости наушники на одном заряде отыграли 4 часа и 8 минут. Результат, как показала практика, точно такой же, как и в обычных T5, что определенно не может не радовать. Сами наушники по-прежнему удобные и хорошо сидят в ушах. Вообще, лично по моему мнению, за плюс-минус 25 баксов сложно подобрать им хороший аналог. Пятая модель в любом ее исполнении однозначно получилась очень удачной. Не забыли тут и про фирменное приложение. Эти наушники также в нем поддерживаются. Здесь можно переназначить жесты для управления функциями мультимедиа, покрутить встроенный эквалайзер или же воспользоваться функцией поиска наушников. Лично меня она уже несколько раз выручала, правда в связке с моделью T8. Единственное, чего не хватает в настройках, так это возможности отключения функции автопаузы. Не скажу, что меня ее работа сильно напрягает, но бывают моменты, когда ты, поправляя наушник в ухе, самопроизвольно останавливаешь композицию. Из доступных жестов для управления тут всего два. Это двойные и тройные тапы. Для выбора имеется управление громкостью, переключение треков, плей-пауза, голосовой ассистент и активация игрового режима. По-хорошему, выбирать переключение треков на тапы в этой модели смысла нет, потому как данная функция зашита на удержание по сенсору. На правом наушнике можно перемотать вперед, на левом назад, и эта функция никак не переназначается. Ну и в конечном итоге свои наушники я настроил вот так. Двойной тап во время воспроизведения музыки отвечает за плей-паузу, а во время звонка по данному действию можно ответить на вызов или положить трубку. А вот на тройной тап я временно повесил разные функции, чтобы продемонстрировать их работу. Левый наушник отвечает за вызов голосового ассистента, а по правому происходит активация игрового режима. И как раз на последнем моменте мне бы и хотелось сейчас остановиться. Во время активации игрового режима наушники издают специальный сигнал. 2 раза он активен, 3 раза отключен. Опция рабочая, и при ее включении задержка в PUBG Mobile в моем случае составила 60 миллисекунд. Если же выключить данный режим, то этот интервал вырастет практически вдвое и будет составлять 110-120 миллисекунд. Тут хотелось бы уточнить еще один момент. Пользоваться данным режимом необходимо на кодеке SBC. Это важно. Что же до просмотра ютуба, то очевидного рассинхрона ты не услышишь, по крайней мере судя по тестам, которые я проделал, так что любимые и новые ролики можно смотреть с комфортом, отставание звука от видео слышно не будет. Я выложил какому-то парню 25 баксов на eBay за палочку Гарри Поттера ручной работы. И что он мне прислал? Ветку. А вот сам звук из наушников оказался довольно интересным. Учитывая, что перед этим я уже успел оттестировать новые наушники QCY T10 с арматурными излучателями, я был настроен услышать нечто похожее, но как оказалось, я ошибался. Звук в T5 Pro другой, он, если можно так сказать, более объемный. Комплектные амбушюры я по традиции сразу тебе рекомендую заменить, они испортят все впечатление. К примеру, на вот такие синенькие за 90 рублей, или купи себе просто комплект для Redmi AirDots. Они замечательно садятся на звуководы, и что самое главное, наушники в кейс помещаются как родные, в любых из них звук будет ярче, я проверил.
И вот после смены уплотнителей ты сразу же услышишь хороший объемный бас и четкие средние частоты, которые не смешиваются с низкими, а инструменты в этом регистре будут звучать мягко и приятно. Ну а резкости к данной картине добавят верхушки, свойственные арматурным драйверам. Они как будто бы создают некий финальный лоск всей звуковой дорожки в целом. Таким образом, если сравнивать исключительно арматуру T5 Pro и T10, то звук в Pro мне понравился больше. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как отрабатывают микрофоны в этих наушниках. И я специально сделал точно такие же тесты, как и в случае с 10-й моделью, чтобы можно было сравнить их работу. Проверяем работу микрофонов в наушниках QCY T5 Pro. Также решил их проверить на оживленной трассе, как и T10 модель. В общем, чтобы у вас было примерное понимание, как работают микрофоны и в той модели. Обе арматурные. И, собственно, вот так вот они звучат при таких условиях использования. Как-то так. Проверяем работу микрофонов в наушниках QCY T5 Pro. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. В общем, сейчас буду открывать окна, создавать максимум шума, максимум ветра сквозняком, чтобы не задувало сюда, чтобы ты понял, как отрабатывают шумодавы в этих наушниках и сравнил их, к примеру, с теми же T10. И вот таким образом это все звучит в таком сценарии использования. Ну а теперь, собственно, традиционный тест с печкой. Я включаю на 2, на 3 и вот так вот на 4. Максимум шума мне искусственно выдает печка. И вот так вот отрабатывают шумодавы в таком сценарии использования. Можешь оценить и сравнить качество, собственно, этих самых микрофонов с той же моделью T10. Я не устану это повторять, потому как многие мне пишут, что у них прекрасно работают микрофоны в T10. Ну, вот как-то так работают они в T5 Pro. Подключение к смартфону происходит по изъятию наушников из кейса. Ими можно пользоваться как вместе, так и по отдельности. За связь отвечает Bluetooth версии 5.0, а проводниками звука выступают два аудиокодека AAC и SBC. По стабильности сигнала никаких проблем мной не было выявлено. Ни мелких обрывов, ни помех при использовании на улице я не ловил. В квартире связь держится стабильно и бьет через две стены и балконную дверь. Ну и подводя некий итог, могу сказать, что модель T5 Pro смогла меня удивить, причем в хорошем смысле. Так уж вышло, что первым арматурным вариантом от QCY у меня в руках оказалась модель T10, и я был настроен услышать похожее звучание, но как оказалось, все получилось намного лучше. Если же поставить в линейку только пятерки, то как по мне, все они по-своему хороши. В любом случае, окончательный выбор будет зависеть только от твоих предпочтений. К примеру, если тебе нужен игровой режим, возможность перенастройки жестов и хорошие микрофоны, то можно посмотреть в сторону T5S. И если же ко всему прочему нужна беспроводная зарядка и важна автономность, то взять можно T5 Pro. Единственное, звук у прошек немного другой. Он более ровный и сбалансированный, такой как раз и свойственен арматурным излучателям. Он больше подойдет для музыки, в которой преобладание баса не первостепенно. Тем не менее, как я обычно всегда говорю, окончательный выбор остается только за тобой. Я же в своем ролике постарался максимально подробно тебе рассказать про все основные моменты касательно QCY T5 Pro. А на сегодня у меня все. Спасибо тебе за просмотр. Отдельно буду благодарен за лайк и комментарий. И увидимся с тобой уже в следующих видео. Пока-пока.